Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Настя, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. На самом деле, это видео получается немножко спонтанным, потому что я сейчас просто крашусь и готовлюсь к созданию видео, которое я для вас запланировала. Но, однако, мне пришла в голову идея немножко рассказать о своем блогерском пути и поделиться вообще мыслями насчет того, как это вести блог в 2023 году, когда все уже, кажется, стали блогерами, кто мог, а кто не стал, тот просто не смог. Когда ты в 2023 как будто начинаешь все заново. Вот, надеюсь, кому-то это видео откликнется и будет, может быть, даже немножко интересно. Поэтому я сейчас прилажу куда-то этого пушистика, мы с вами будем краситься и общаться. Ой, пушистик, куда тебя? Наверное, вот так. Ой, как настоящие блогеры это делают. Так, я уже на самом деле нанесла на лицо тональный крем. Буду параллельно немножко про косметику. Все-таки мы тут как-то вот на девичьей вечеринке как будто с вами оказались. Тональный у меня уже целый год вот такой Клио. Это оттенок номер 4. И даже он достаточно светлый. Но мы в Корее, поэтому тут даже самый темный тональный цвет это вот этот. Первый раз я вообще купила двойку и была в шоке, насколько он выбеливающий. Вот. Я его немножко смешала со своим любимым солнцезащитным кремом и нанесла в пропорции 1:1. Волосы просто помыла и жду, когда они высохнут. Они у меня от природы волнятся, поэтому я надеюсь, что они сегодня соизволят лечь красиво и не будут меня сильно донимать. Для начала, если вы вдруг первый раз на моем YouTube-канале, хочу рассказать, что я где-то год назад, 10 месяцев назад переехала в Корею, и когда я переезжала, я подумала, почему бы мне не стать блогером. Одним из сотни блогеров, которые уже русскоязычных переехали в Корею и уже вещают отсюда, но в любом случае, почему бы нет? Тема блогерства мне на самом деле не так и далека, потому что где-то с 2015 года у меня был YouTube-канал. Это обычное масло для губ Вазелин. Купила я его в популярном корейском магазине Daiso, просто потому что захотелось очередного бальзамчика для губ. Кто-то из вас, может быть, даже помнит мой YouTube-канал, я там со своей подружкой вещала о корейской косметике. Тогда в блогерство меня привело то, что у нас с мамой был косметический магазин, и мне хотелось как-то привлекать аудиторию в свой магазин, рассказывать вообще. Тогда тема корейской косметики была на волне популярности, и не знаю, как-то нам пришла в голову эта идея, и очень все было весело, классно, интересно. Мы начинали просто записывать все это на коленке. С момента, наверное, как мы придумали эту идею до ее воплощения, прошло очень мало времени. Я помню, как мы снимали первые видео на мой старый фотоаппарат Canon у нас на кухне дома, и потом монтировали все это в Windows Movie Maker. Это было, конечно, тот еще экспириенс, но мы достаточно быстро разобрались, что к чему, как работает вообще мир монтажа, съемок, и у нас, в принципе, за короткое время достаточно быстро канал начал развиваться. Тогда еще, в принципе, скажем так, это было непаханное поле, YouTube-блогеров были, конечно, но не в таком количестве, как на сегодняшний момент, в 2023 году. Прошло уже почти что 10 лет. Это консилер Пери-Пера, его уже так значительно потрепала жизнь на самом деле, потому что он у меня уже несколько месяцев, но он прикольно, хорошо маскирует недостатки какие-то. Обычно я ношу его вокруг глаз, вокруг носа, потому что у меня там покраснение, и на свои замечательные прыщи. Кстати, на прыщи стараюсь сильно не наносить, потому что, чтобы кожа более-менее дышала. Крашусь я сейчас крайне редко, обычно я делаю просто солнцезащитку и консилер, вот, но в честь видео, естественно, я это хочу сделать. Оказывается, краситься и разговаривать не так и легко одновременно. Пока оформлю брови карандашом от Clio. Но у меня, к сожалению, есть такая очень неудобная для длительного блогерства вещь. Это такая, что я быстро перегораю, и если мне вдруг идея в какой-то момент становится неудобно, мне что-то начинает не нравиться, я от нее отказываюсь. То есть я как легко на что-то подписываюсь, так и легко оттуда выписываюсь. Вот. И с тем YouTube-каналом, мы, наверное, вели его где-то, может быть, не знаю, около года. Он, кстати, до сих пор существует.
Я не буду вам давать на него ссылку, потому что, блин, во-первых, это уже совершенно не актуально, то, что мы там рассказываем, во-вторых, не знаю, я с каким-то душевным скрипом смотрю свои старые видео, точнее, я этого не делаю, но если вдруг где-то вижу, то мне же прям дурно становится. Вот, а канал набрал где-то около 25 тысяч подписчиков, но я его просто в какой-то момент оставила, потому что я хотела стать визажистом, и я не понимала, как можно совмещать такую серьезную деятельность, как визажист, и какую-то ерунду типа блогерства. К сожалению, на тот момент в моей голове такой стереотип существовал, хотя на самом деле сейчас я понимаю, что ничего такого в этом не было. Очень много профессиональных визажистов делает блоги и хотели бы быть блогерами. Вот. Проблема в том, что на тот момент для себя я это как-то видела по-другому. Но с социальными сетями как таковыми мне сложно сказать, что я завершила отношения на том этапе, потому что дальше я работала визажистом. Естественно, я вела свою профессиональную страничку. Не супер успешно, как-то, знаете, мне хотелось быть таким визажистом, которого знают среди своих, но который не супер медийный. Но в любом случае вести социальные сети это было как бы профессиональная обязанность. Старые уже, как, не знаю, несколько месяцев потрепанные румяна Клио в оттенке Ginger Pop. Это единственные румяна в моей косметичке, я ими очень довольна, и, в принципе, мне их достаточно. Дальше я закончила карьеру визажиста, и мне захотелось стать там, кем я, короче, только не была. Я была предпринимателем, у меня был свой цветочный магазин, и, естественно, во всех этих начинаниях присутствовали социальные сети. То есть, что бы я ни делала, всегда я создавала страничку, всегда я вела, всегда я старалась презентовать свои продукты. Вот. В какой-то момент, даже я помню, когда у меня плохо достаточно шли дела с страничкой в Инстаграме моего цветочного магазина, я поняла, что я хочу заниматься этим профессионально, то есть как-то вообще понимать, что происходит в мире социальных сетей. И я прошла онлайн-курс от нетологии, я отучилась на маркетолога, я училась почти 9 месяцев, это была сложная, достаточно объемная учеба, то есть прям такая, знаете, не то, что там тебе рассказали, как картинки для соцсетей делать и с какой периодичностью делать посты, нет, там было все прям серьезно. На самом деле эти знания достаточно много мне дали, потому что после того, как я завершила эти курсы, страничка моего магазина начала неплохо раскручиваться, но бизнес я потом продала, да, к сожалению или к счастью, я очень увлекающаяся персона, мне очень часто приходят какие-то идеи, я их начинаю воплощать, но, как я уже сказала, так же быстро я могу к ним и перегореть. Вот. Может, это просто потому, что я водолей, так моя мама говорит, водолеи вот такие вот ветреные и, как это сказать, быстро переключающиеся люди. У меня даже был период в жизни, когда я решила стать тиктокером, да, я в свои 20, на тот момент 7 лет решила, что я хочу быть тиктокером. Да, я записывала какие-то видосы, у меня, знаете, даже в какой-то момент начало получаться, вот, мне нравилась эта, не знаю, забавная социальная сеть, но я там выбрала себе определенное направление, там, книжно-киношное, и делала что-то согласно своей, там, стратегии. Я действительно написала на ТикТок целую стратегию, там, воронку какую-то, обозначила круг будущих возможных потенциальных рекламодателей, в общем. Как-то у меня все это очень серьезно в голове сложилось, вот. Но в какой-то момент TikTok, как и многие социальные сети, стал недоступен на территории России, и эту идею я оставила. Дальше сразу перескочим на тот момент, где я все-таки решила переехать в Корею, и в этот момент, как и многим людям, которые эмигрируют, мне пришла в голову идея, что классно было бы этим делиться. В теории это реально очень классно, но, конечно же, блогерство кажется очень прикольным, забавным и легким со стороны. Если вникнуть в это поглубже, это тоже достаточно, так сказать, серьезная задача – сделать работающий, хороший и, самое главное, приносящий прибыль блог. Вот. Я, когда эмигрировала, мне казалось, что никакого особого стресса я не испытываю в плане того, что там надо себе дать отдохнуть. И, в общем, по прилету на 10-й день после того, как я приземлилась на корейскую землю, я такая, все, снимаем быстрее, надо было уже там вчера, позавчера, надо выпускать по 10 видео в день, надо всем все рассказывать. Естественно, нормальный, адекватный человек в таком темпе долго не может. У меня еще это всегда сопровождается каким-то диким стрессом, что я ничего не успеваю, что нужно уже делать было вчера, что я ленюсь, что
сроки горят, то есть у меня в голове какие-то рамки, сроки, не знаю, откуда они берутся, но так или иначе я всегда вот подвергаю сама себя и всех окружающих определенному стрессу, связанному с моей новой идеей. Сейчас мне предстоит самая сложная задача нарисовать вот этим почти засохшим уже маркером от какого-то бренда Kiss Me. Просто у него тонкий кончик, я покупаю его второй раз, но его на очень недолго хватает, и этот маркер достаточно долго лежал в косметичке без дела, поэтому я сомневаюсь в его, так сказать, способностях, возможностях. Сейчас попробуем. Приемлемо. Айгу, помогите. Она пыталась нарисовать стрелки, но ничего не вышло. В таком темпе я просуществовала пару-тройку месяцев, я записывала видео, и я, как человек увлекающийся, решила, что надо сразу завести Инстаграм, ТикТок, Ютуб, Телеграм-канал. Причем Телеграм-канал плюс Телеграм-чат, в общем, я прям решила стартануть по полной. Я старалась создавать контент для всех социальных сетей, но в какой-то момент я плюс еще достаточно сильно погрузилась в изучение корейского языка, вот, и делать два глобальных дела одновременно все-таки очень сложно. По крайней мере, я человек не мультифункциональный, как вы видите сейчас. Мне нужно сосредотачиваться на чем-то глобальном одном. В период, когда я вот последние пару месяцев работала, я недавно про это видео рассказывала, я вообще ни одного видео за это время не записала, не смонтировала, не выложила. Ну, потому что я работала, при том, что это даже была частичная занятость, но как-то мысли и настроение снять видео ко мне за момент работы не приходили. В итоге, в тот момент, когда у меня уже начало получаться, мои видео в Ютубе начали набирать какие-то просмотры, я достигла там первой 1000-2000 подписчиков, а мои видео в ТикТоке начали залетать там на сотни тысяч просмотров, какие-то даже на миллион, я словила выгорание, и я решила, что может оно мне и не надо, сколько вон блогеров про Корею вещает, у них есть мужья корейцы, я не знаю, они учатся по гранту бесплатному в Корее, они учатся в институтах или они работают на классных работах, а мне по факту даже нечего такого рассказать, нечего показать. И какое-то время я просуществовала, забив на блог, в принципе. Я думала, что да, когда-то я продолжу, или да, я, может быть, уже забью окончательно, доучу корейский и буду, не знаю, работать на обычной работе, хотя по факту никто не запрещает это и совмещать, да, правильно, многие так делают. Вся эта ситуация меня в очередной раз натолкнула на мысль, а почему я не могу делать то, что мне нравится, достаточно долго и наслаждаться процессом, потому что поначалу мне нравится идея, мне вроде бы нравится процесс, но из-за того, что я начинаю очень сильно стрессовать, подгонять себя, ставить себе цели, рамки, зачастую нереализуемые, потому что нужно быть реалистом, не все получается сразу. Я из-за этого начинаю ловить какие-то вот такие вот тревожности, расстройства, не тревожные расстройства, а расстраиваться, опускать руки, и в какой-то момент меня начинает завлекать какая-нибудь новая, очередная моя созревшая идея. И я начала искать для себя способ как-то ужиться со своими блогерскими интересами, то есть у меня действительно живет какой-то потенциал, не потенциал, а какое-то желание делиться чем-то с аудиторией, снимать интересные видео. Мне очень интересно узнавать вообще про съемку, создание видео. То есть, возможно, я хотела бы снимать какие-то красивые видео в будущем, да, то есть тренировать свои скиллы в этом. Но при этом как будто бы я не могу нащупать почву под собой, как быть теми самыми блогерами, которые на достаточно продолжительном отрезке времени занимаются этим именно не от раза к разу, да, когда вдохновение найдет, а как-то систематически, потому что в социальных сетях, хотим мы того или нет, есть какие-то алгоритмы, и самое важное, что там есть, это consistency, ваше постоянство, ваша регулярность, то есть какая-то стабильность этой жизни, хотя бы на просторах социальной сети. И я для себя поняла, что опираться на одно вдохновение и вот эту бешеную мотивацию, когда у тебя случается прилив энергии что-то сделать, это так не работает. Все-таки даже если область, так сказать, в которой ты хочешь, чтобы твоя профессия лежала, а блогерство я считаю творческой профессией,
Если даже вот ты что-то творишь, нельзя полагаться только на вдохновение. На вдохновение вообще далеко не уедешь. Сегодня у тебя, не знаю, ты поругался там с родителями, завтра ты, не знаю, у тебя ПМС, что очень часто бывает, и ты просто непродуктивен. Погода за окном стрёмная, и ты просто начинаешь падать духом. И, естественно, ни мотивации, ни вдохновения, ничего нет. И поэтому я, первое, перестала полагаться на мотивацию и начала вырабатывать в себе какую-то дисциплину. Также в момент своего душевного подъема стать блогером я начала смотреть очень много каналов о том, как создать свой YouTube-канал в 2023 году, как стать тем самым каналом, который будут рекомендовать. Я это прям выписывала, изучала, думала. И в какой-то момент я поймала себя на мысли, уже в процессе, да, того, как я начала пользоваться этими советами, что-то применять, поняла, что за всеми этими советами, к сожалению, человек может потерять себя. То есть все-таки ценность блогера, наверное, в том, чтобы он был искренен со своей аудиторией, как мне кажется. По крайней мере, я вот не могу делать так, не знаю, там, вещать про косметику, если мне не интересна косметика, или там, не знаю, создавать образ какой-то определенной девочки, которой я не являюсь. То есть мне вот это очень сложно. Безусловно, во всех словах этих профессионалов, которые рекомендуют, как что сделать, есть доля здравого смысла, но, однако, нужно применять эти советы выборочно и так, чтобы они не ограничивали в вас вот это, не знаю, какое-то творческое ядро, потому что все сейчас гонятся за алгоритмами, все хотят стать блогерами, миллионниками уже послезавтра, но если рассматривать этот путь все-таки как работу, как длительную работу, то, наверное, важнее здесь оставаться каким-то честным с аудиторией. Возможно, я не права, но я поняла, что я не готова в ущерб там своим интересам или своей позиции как-то гнаться за этими алгоритмами, хотя, наверное, поэтому у меня такой маленький канал. Если бы я слушала советы умных людей, все было бы уже намного, так сказать, дальше. И последний, третий рабочий метод, который я для себя вывела, это я, честно, не смотрю никаких блогеров про Корею вообще. До приезда в Россию я смотрела пару каналов, и мне было достаточно интересно, что происходит, кто о чем разговаривает, кто о чем вещает. Я какие-то идеи для себя брала, что я вот могу вот это адаптировать, вот это сделать. Но в какой-то момент я поняла, что чем больше я смотрю, тем больше я, во-первых, начинаю загоняться. Я начинаю себя сравнивать, а вот они были в тех же местах, а сняли они лучше, а я могла бы быть раньше. То есть и вот этот какой-то соревновательно-конкурентный дух меня, честно, угнетает, потому что, мне кажется, блогерство – это все-таки не про какую-то конкуренцию, кто красивее лучше снимет, каждый по-своему хорошо все делает, но самая большая причина и главная, по которой я не смотрю других блогеров похожей тематики, это то, что я не хочу, чтобы мой мозг ограничивался каким-то копированием, потому что, когда ты видишь, как делает большинство, ты на автомате начинаешь делать что-то схожее. По крайней мере, мой мозг так работает. И я такая думаю, наверное, стоит вдохновляться блогерами немножко другой тематики, ну, либо хотя бы, не знаю, другой страны. Вот. И если и брать идеи в качестве вдохновения, то не точь-в-точь, а как-то адаптировать их под себя. Поэтому в моей ленте теперь особо нет никаких блогеров про Корею. Иногда что-то интересное попадается, но я не отношусь к этому как к рабочему моменту, типа, чтобы сравнить, кто что делает. Я решила сфокусироваться на своем, быть таким блогером, интровертом, который живет там в своем мирке и что-то там вещает. Еще такой момент, что меня достаточно сильно останавливало от создания блога, и, наверное, то, о чем я прям вот сильно думала, это то, что сейчас я переехала в Корею, да, то есть мой блог идет на определенную тематику, там, я рассказываю, как я тут, что, куда адаптируюсь, делаю, вот, я такая думаю, а если вот я вернусь в Россию, или вдруг я мигрирую еще куда-то, а что, я тогда перестану быть блогером? И в какой-то момент я осознала, что не обязательно акцентировать внимание только на Корее. Понятно, что публика приходит, я думаю, что и вы, наверное, здесь, потому что вы как-то интересуетесь темой Кореи. Но, однако, можно начать с одного и потихоньку, может быть, больше показывать себя, да, и построить блог вокруг себя, а не вокруг
просто место, где я нахожусь. Понятно, что место, где я нахожусь, возможно, значительно интереснее меня как личности, но, наверное, это повод развиваться и быть интересным даже вне контекста местонахождения. Вспомнила, одна из недавних заморочек по поводу ведения блога. Это то, что я услышала новость, что закроют в России YouTube. Я такая, боже, я же вещаю на русском, меня больше никто не посмотрит. Все. Я думаю, если вы были на меня подписаны в ТикТоке, например, или на Ютубе, вы заметили, вышли какие-то видео на английском. Я пыталась их там протитровать, чтобы русские субтитры были, но у меня где-то там получилось, где-то нет. И в какой-то момент такая, все, буду делать на английском. Но я поняла, что нет, ладно, окей. Когда заблочат, тогда мы с вами разберемся, как коммуницировать с этим миром, но однако же все как-то еще работает. Я такая, ладно, все-таки русский язык мой родной, мне как-то привычнее выражать свои мысли на нем. Я могу на английском неплохо выражать свои мысли, но, во-первых, это нужно искать другую аудиторию, да, то есть уже какие-то будут другие алгоритмы. Я должна буду как-то учиться вещать на большую аудиторию, которую я даже не знаю по менталитету, ну, опять-таки, да, какие-то заморочки. Ну, в общем, я решила сосредоточиться на том, что мне нравится делать здесь и сейчас, записывать какие-то видео, выкладывать их, делиться с вами, и поменьше заниматься вот это какой-то самокопанием и ненужными мыслями, потому что они реально очень сильно отвлекают, и вместо того, чтобы генерировать идеи, наслаждаться процессом, не знаю, кайфовать от того, что я делаю, я начинаю вот какие-то внутренние преграды для себя строить. Возможно, это связано со страхом, что если вдруг мой канал начнет расти, да, это все равно какая-то ответственность. Говорят зачастую люди, даже зная, что после того, как они там что-то сделают, их ждет успех, они прям пасуют, и вот внутренние блоки начинаются. Я слаба в психологии, но что-то такое я слышала. Поэтому я так немножко внутреннего критика стараюсь задвинуть и как-то просто спокойнее, мягче и более систематически, просто, как, знаете, выполнять определенную работу, которая мне нравится. Вот так вот стараюсь теперь подходить к своему блогу. Так, давайте мы с вами накрасим губы, и я завершу это видео и отправлюсь снимать те, которые я запланировала, потому что свет заканчивается. Сегодня в Корее очень пасмурно, и надо, наверное, быстрее как-то съемочки делать-то. По губам стандартная старая комбо. Сейчас я вот достану вот такой карандашик со времен, я не знаю, сколько ему лет. Ну, в общем, купила его где-то на Wildberries в России. 101 оттенок карандаша, если бы я знала его название, но я уже даже название не помню. Вивьен Сабо. Во. Вообще обычно 102 я использую, но я его потеряла. Косметически у каждой девочки есть вот такой вот огрызок, вот такой вот, знаете. Старенький, но рабочий. Я делаю такой невидимый контур. Зачем? Не знаю, но выглядит с ним как будто лучше, чем без него. И потом я беру свой любимый тинт. Это у нас корейский бренд Романд в оттенке, черт его знает, 0,5 нуга. И добавим его. Что красилось, что не красилось, осталось примерно так же, но как будто к съемке видео следующих я готова. На волосы я добавлю вот такой маслянистый спрей от очень популярного в Корее бренда, который называется Dr. For Hair. У них есть очень популярная маска для волос, я ей тоже пользовалась, ничего, такая прикольная, это спрей. Он немножко убирает пушистость, потому что когда я не сушу феном, мои волосы очень торчат и выглядят неаккуратно. Таким образом, я хочу завершить это видео тем, что хочу сказать, что, во-первых, если вы хотите стать блогером в 2023 году, нет, не поздно, потому что одни блогеры рождаются, другие блогеры завершают свою блогерскую деятельность по многим причинам. Я подписана на много интересных девчонок и ребят, которые стартанули прям вот недавно и в Инстаграме, и в Ютубе, но у них интересная подача, у них интересный контент, они какие-то выделяющиеся среди остальных, и мне кажется, что самое интересное в том, что сейчас много блогеров, что каждый человек может найти того, кого ему действительно нравится смотреть. Потому что раньше, когда у нас было, не знаю, 3,5 блогера на весь YouTube, все смотрели одно и то же, потому что других просто не было. А теперь вы можете найти свою аудиторию, и аудитория может найти своего блогера.
И, во-вторых, не надо равняться на успешный успех других людей. У каждого свой путь. Я, конечно, ничего нового не говорю, но это те истины, которые как будто лежат на поверхности, но очень долго до меня не доходили. Не надо пытаться бежать вперед паровоза, нужно идти в своем комфортном темпе, не надо равняться на других. И советы, данные какими-то крупными, успешными блогерами, которые уже достигли многих миллионов, не факт, что сработают для вас. Возможно, вы найдете для себя другой, более комфортный путь. И поэтому, мне кажется, это касается, в принципе, не только блогерства, но и всего в этой жизни. Вот, поэтому успехов, удачи. А я погнала снимать следующие видосики. Если не подписаны, если вдруг нравится, подписывайтесь. Не понравится, дизлайкните и не подписывайтесь. Вот, так что увидимся в следующих видео с теми, кому здесь приятно находиться. Вот, всем пока!